Позвольте углубиться в историю плотины «Три ущелья», инженерного чуда, амбициозного проекта и источника научных загадок. Это рассказ о колоссальных масштабах, передовых технологиях, драматических последствиях и о том, как одна рукотворная структура смогла повлиять на ритм нашей планеты. Этот рассказ повествует о том, как амбиции и стремление к прогрессу столкнулись с суровыми реалиями экологии и человеческих судеб. Мы рассмотрим не только технические аспекты этого проекта, но и его глубокое воздействие на жизнь людей и окружающую среду, а также попытаемся оценить его долгосрочное значение для будущего человечества. Идея строительства плотины «Три ущелья» возникла не в одночасье, а стала результатом долгих размышлений и тщательного планирования. С середины XX века Китай столкнулся с стремительным ростом населения, индустриализацией и урбанизацией, что привело к взрывному росту потребности в электроэнергии. Традиционные источники энергии, такие как уголь, не могли удовлетворить этот спрос и приводили к серьезному загрязнению окружающей среды, создавая угрозу здоровью населения и ухудшая экологическую обстановку. Власти искали экологически чистые и надежные альтернативы, способные обеспечить устойчивое энергоснабжение страны на долгие годы. Гидроэнергетика казалась идеальным решением, предлагая возможность использовать возобновляемый ресурс и снизить зависимость от ископаемого топлива. Но кроме энергетических потребностей, существовала и другая, не менее важная причина для строительства плотины, имевшая исторические корни и глубокое социальное значение. Река Янцзы, самая длинная река в Азии, известна своими катастрофическими наводнениями, которые регулярно приводили к гибели людей, уничтожению урожаев и разрушению инфраструктуры. Эти наводнения были бичом для жителей долины Янцзы на протяжении многих веков, приводя к страданиям, потерям и тормозя экономическое развитие региона. Правительство Китая видело в плотине мощный инструмент для контроля над стихией, способный защитить миллионы людей, проживающих в долине реки, от разрушительных последствий наводнений, обеспечив им безопасность и стабильность. Это решение должно было стать не просто техническим проектом, но и символом заботы государства о своих гражданах. Идея создания плотины обсуждалась десятилетиями, привлекая внимание инженеров, экономистов и политиков и подвергаясь многочисленным исследованиям и дебатам. Были рассмотрены различные варианты расположения плотины, ее масштабы и потенциальные последствия. Лишь в 1992 году, после всестороннего анализа и оценки рисков и выгод, правительство приняло окончательное решение о начале реализации проекта. Это решение было результатом долгого процесса принятия решений, учитывающего различные факторы и мнения. Начало строительства было положено в 1994 году, ознаменовав собой начало новой эры в истории Китая и человеческой цивилизации. Ожидания от этого проекта были огромными, а финансирование соответствовало масштабам. Первоначальная смета составляла около 28,5 миллиардов долларов США, но в конечном итоге расходы значительно превысили эту сумму, достигнув по некоторым оценкам 80 миллиардов долларов, с учетом переселения, инфраструктуры и других расходов. Это огромные инвестиции, отражающие решимость китайского руководства воплотить в жизнь этот амбициозный проект. Строительство плотины «Три ущелья» стало одним из самых грандиозных инженерных проектов в истории человечества, сравнимым по сложности и масштабам с великими стройками древности. Оно потребовало беспрецедентных усилий и применения самых передовых технологий, а также привлечения тысяч инженеров, строителей и рабочих со всего Китая и других стран. Длина плотины составляет 2 километра 300 метров, простираясь поперек реки Янцзы, а высота 185 метров, что сопоставимо с высотой 60-этажного здания. Ширина плотины в основании достигает 115 метров,
обеспечивая ей устойчивость к землетрясениям и другим природным воздействиям, что является критически важным фактором в сейсмически активном регионе. Объем бетона, использованного для строительства, составляет 28 миллионов кубических метров. Это в 3 раза больше, чем объем, использованный для строительства плотины Гувера в США, демонстрируя колоссальный объем строительных работ. За плотиной образовалось огромное водохранилище длиной около 660 километров, простирающееся на сотни километров вверх по течению реки, шириной до 2 километров и глубиной до 175 метров, что позволяет регулировать сток воды и обеспечивать стабильное энергоснабжение. Общий объем водохранилища составляет 40 миллиардов кубических метров, что делает его одним из крупнейших искусственных озер в мире и оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Площадь затопленных территорий составила около 632 квадратных километров, потребовав переселения и изменения ландшафта. Электростанция, встроенная в плотину, является одной из самых мощных в мире, воплощая передовые достижения в области гидроэнергетики. Она оснащена 32 гидротурбинами, каждая из которых имеет мощность 700 мегаватт, генерируя энергию за счет потока воды. Общая установленная мощность электростанции составляет 22 500 мегаватт, что позволяет ей производить более 100 тераватт-часов электроэнергии в год, обеспечивая значительную часть потребностей Китая в электроэнергии и способствуя снижению зависимости от ископаемого топлива. При строительстве были использованы самые современные технологии, включая самые передовые достижения инженерной мысли и строительной индустрии. Были применены сейсмостойкие конструкции, обеспечивающие надежность плотины в условиях возможной сейсмической активности. Автоматизированные системы управления обеспечивали эффективное функционирование плотины. Системы мониторинга обеспечивали постоянный контроль за состоянием плотины и окружающей среды. Дистанционное зондирование использовалось для анализа данных и принятия решений. Компьютерное моделирование позволяло предсказывать поведение плотины в различных условиях. Лазерное сканирование использовалось для точного измерения и контроля размеров и формы конструкции. Все это позволило создать надежную и эффективную структуру. Были разработаны и внедрены инновационные методы строительства в сложных геологических условиях, что позволило справиться с трудностями, связанными с особенностями местности. Особое внимание уделялось экологической безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду, хотя полностью избежать негативных последствий не удалось. Для обеспечения строительства был создан развитый транспортный узел, включающий новые дороги, мосты и судоходные шлюзы, необходимые для доставки материалов, оборудования и персонала. Были построены новые города и инфраструктура для рабочих и переселенцев, что создало новые возможности для экономического развития региона, но также потребовало значительных затрат и усилий. Это демонстрирует комплексный подход к реализации проекта, охватывающий не только строительство плотины, но и развитие окружающей инфраструктуры. Несмотря на впечатляющие достижения, строительство плотины Три ущелья сопровождалось значительными негативными последствиями, о которых нельзя забывать при оценке этого проекта. Эти последствия заставляют задуматься о цене прогресса и о необходимости более тщательного планирования и учета всех возможных рисков в будущем. Одним из наиболее драматичных последствий стало массовое переселение людей из зоны затопления, что привело к человеческим трагедиям и социальным проблемам. Около 1 400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, города и деревни и переселиться в новые районы. Это привело к серьезным социальным, экономическим и культурным проблемам, создав трудности для многих людей, оказавшихся в новых условиях. Переселенцам пришлось адаптироваться к новым условиям жизни, искать новую работу,
налаживать связи с новыми соседями и адаптироваться к новому образу жизни. Многие потеряли свои дома, имущество и исторические корни, что вызвало глубокие эмоциональные переживания и чувство утраты. Этот процесс переселения потребовал огромных усилий и ресурсов со стороны государства, но, к сожалению, не всегда был справедливым и комфортным для всех. Затопление обширных территорий привело к гибели лесов, сельскохозяйственных угодий и мест обитания диких животных, уничтожив уникальные экосистемы. Изменение режима течения реки повлияло на экосистему Янцзы, нарушив миграцию рыб, изменив состав флоры и фауны и приведя к исчезновению многих видов. Загрязнение воды, вызванное промышленными предприятиями и сточными водами, усугубило экологическую ситуацию, приводя к ухудшению качества воды и угрозе здоровью населения. Плотина также привела к эрозии берегов, обмелению реки ниже плотины, что создало новые экологические вызовы, требующие принятия мер по их смягчению и преодолению. Экологические последствия строительства плотины стали предметом серьезной обеспокоенности и требуют постоянного мониторинга и принятия мер по защите окружающей среды. Огромная масса воды, удерживаемая плотиной, оказала воздействие на геологические процессы в регионе, вызывая опасения по поводу сейсмической активности. Было отмечено увеличение частоты и силы землетрясений в зоне, прилегающей к водохранилищу, что вызвало тревогу у населения и специалистов. Хотя плотина спроектирована с учетом сейсмических нагрузок, опасения по поводу ее безопасности остаются, особенно в связи с возможными катастрофическими последствиями для населения. Самым серьезным землетрясением в районе плотины стало землетрясение магнитудой 4,8 в 2013 году, которое напомнило об угрозе и необходимости постоянного контроля. Самое удивительное и пугающее последствие — влияние плотины на вращение Земли. Исследования, проведенные НАСА, показали, что плотина Три ущелья замедлила вращение планеты на 0,06 микросекунды и сместила Северный полюс на 2 сантиметра. Это произошло из-за перераспределения массы воды на поверхности планеты, демонстрируя, как масштабные инженерные проекты могут влиять на глобальные процессы. Хотя это изменение и незначительно, ученые опасаются долгосрочных последствий для климата, продолжительности суток и геомагнитного поля, требуя дальнейших исследований и анализа. Это подчеркивает необходимость более глубокого понимания взаимодействия человека и природы. Плотина Три ущелья стала символом технологического прогресса, грандиозных амбиций и одновременно примером того, как масштабные проекты могут иметь неожиданные и порой драматические последствия. Это не только инженерное чудо, но и предостережение о необходимости тщательно учитывать все возможные последствия вмешательства в природные процессы. Этот проект заставляет задуматься о балансе между техническим прогрессом, экономическими потребностями и экологической устойчивостью. Плотина обеспечила Китаю значительные объемы экологически чистой электроэнергии, снизив зависимость от ископаемого топлива и уменьшив выбросы парниковых газов, способствуя борьбе с изменением климата. Однако это было достигнуто за счет значительных экологических издержек, что требует поиска более устойчивых решений. Будущие проекты должны учитывать эти уроки и находить баланс между энергетическими потребностями и охраной окружающей среды, стремясь к максимально эффективному и экологически чистому производству энергии. Строительство таких масштабных сооружений требует тщательного анализа рисков, включая сейсмическую активность, экологические последствия и социальные проблемы. Необходимо разрабатывать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, оценивать долгосрочные последствия, а также проводить постоянный мониторинг и оценку последствий, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность населения. Вопросы, связанные с изменением климата, экологией и использованием природных ресурсов, требуют международного сотрудничества. Необходимо обмениваться опытом, технологиями и лучшими практиками для обеспечения устойчивого развития
и это может помочь избежать повторения негативного опыта. Строительство плотины «Три ущелья» подняло важные этические вопросы, связанные с переселением людей, защитой культурного наследия и сохранением окружающей среды. Важно учитывать права и интересы всех заинтересованных сторон, принимая решения о реализации масштабных проектов, обеспечивая справедливость и уважение к человеческому достоинству. Плотина «Три ущелья» остается объектом споров и дебатов, вызывая неоднозначные оценки. Одни восхищаются ее энергетическим потенциалом, другие критикуют за экологические и социальные последствия. Это демонстрирует, что любая технология имеет свои плюсы и минусы. Но вне зависимости от точки зрения, она останется важным примером для будущих поколений, напоминающим о необходимости сочетать стремление к прогрессу с ответственностью перед планетой и будущими поколениями, обеспечивая устойчивое развитие. Она заставляет задуматься о границах человеческого вмешательства в природу и о том, как наши действия могут влиять на глобальные процессы, даже такие, как вращение нашей планеты. Она напоминает нам, что будущее человечества зависит от нашей способности принимать мудрые и дальновидные решения, учитывая все аспекты, связанные с нашей деятельностью.